Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание, почему нельзя выносить мусор вечером. Мы все слышали, что выносить мусор после заката нельзя, однако, к сожалению, не все понимают значение этой рекомендации и совета. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии, чтобы они также знали эту важную информацию. В этом видео мы вам предлагаем разобраться, откуда берет начало, казалось бы, это простая народная примета, почему нельзя выносить мусор вечером. В народе даже бытует поверье, что мусор символизирует ссор из избы. Почему именно ссор можно выносить днем, а ночью нельзя? По одной простой причине, что ночью господствует нечистая сила, а значит, она сможет навести ссоры, скандалы и раздор на семью. Другой причиной запрета в древние времена была вера в домашних духов-покровителей, то есть домовых. Если хозяева не заботились о чистоте своего дома и вовремя не выносили мусор, то домовые могли надолго уйти из дома. Что это значило для наших предков? А значило многое. Отсутствие защиты от порчи, от стихийных бедствий, а также безденежье и нищета. И большой опасностью считалось колдовские действия на вред. Поэтому вечером мусор никогда наши предки не выносили. В темное время суток ведьма или колдун могли похитить вещи людей и тайно нанести порчу на здоровье или навести даже порчу на какую-то беду или проблему. По этой же причине никогда не выбрасывали ногти и волосы, сжигали или закапывали в землю. Также в древние времена была сильна вера в злых и добрых духов. Считалось, что на мусор, вынесенный после заката, непременно накинутся злые духи. Поэтому оставлять мусор на ночь тоже не рекомендовалось. Защитники дома могли обидеться и уйти. Также в семье, например, считается, что если вы выносите после заката солнца мусор, в семье перестанут водиться деньги. И почему это именно так, объясняется это нарушением течения жизненной и важной энергии. Поэтому после заката из дома можно вынести вместе с мусором не только сам мусор, а также достаток, благополучие и счастье. Помните о том, что смешивать бытовые и пищевые отходы – это к убыткам. И эта примета имеет древние корни, так как раньше скотину кормили отходами со стола хозяев. И если пищевые отходы были смешаны с предметами быта, для скотины приходилось покупать корм отдельно. При этом при смене своего жилья, например, когда продавали, мусор, ссор забирали с собой. И эта примета актуальна для тех, чья жизнь на старом месте была ладной. Если хотели избавиться от проблем, весь мусор выбрасывали по месту прежнего жительства. Однако делали это, соблюдая меры предосторожности, чтобы на вещи не навели порчу соседи или недоброжелатели. Поэтому мусор не выносили по церковным праздникам и воскресеньям, чтобы не огорчить святые силы. Наши предки всю работу по дому делали в будние дни, а воскресенье посвящали молитвам и посещению храма. Ну, а если, конечно, необходимо вам срочно выбросить мусор вечером, можно ли каким-то образом избежать бед, проблем? И в летнее время все-таки как бы темнеет поздно, поэтому вечерняя прогулка к мусорным бакам не так опасна. Ну, а чтобы не вынести из дома счастье и благополучие вместе со своим мусором и с отходами, нужно сказать: выношу ненужное из дома, а счастье и достаток оставляю.
Слова помогут вам избавиться от проблем и не потерять удачу. При этом эти слова вы можете произносить каждый раз, когда вы выносите мусор. И вы знаете, если сказанное выше больше относится к древним суевериям, то для современных нас, людей, можно проговорить и более реальные версии, почему же вечером нельзя выносить мусор. Потому что, по крайней мере, в вечернее время возрастает вероятность попадания в какие-либо неприятные ситуации. Также вы можете встретить старых друзей и не доделать то, что собирались сделать дома. Кроме того, мусорные баки в городе – это место встречи, как правило, бродячих собак и животных. И если они голодны, то в вечернее время с ними лучше не пересекаться. Также мы знаем, что вечернее время более прохладно, чем днем, поэтому можно банально простудиться. Немногие из нас тепло одеваются, вынося, например, мусор вечером. Кто-то, возможно, скажет, что народная примета, почему нельзя выносить мусор вечером после захода солнца, скажет, что это был вымысел наших предков. Но чтобы избежать все-таки негатива, лучше прислушайтесь к советам наших предков, которые пережили не одну сотню лет. Итак, друзья, как же правильно избавляться от мусора? Давайте вместе с вами это проговорим, запомним, для того, чтобы больше не совершать этих ошибок. Итак, не выносите мусор после захода солнца и до самого рассвета. А также не стоит это делать по церковным праздникам или воскресенье, чтобы не огорчать цветы и силы света и вашего домового. Если вы собираетесь выкидывать одежду, которую могут подобрать и носить, например, бомжи, те же соседи, нужно обязательно выстирать каждую вещь с добавлением соли. Также ненужную одежду желательно разрезать на части, чтобы никто не подобрал из мусорного бака и не стал ее носить. А вот посуду следует предварительно вымыть в подсоленной водичке и только потом отправлять в мусорное ведро. Любой документ, где есть личная информация о владельце, мы рекомендуем разорвать на мелкие кусочки или просто сжечь. Мусор из дома всегда выносите сами. Не доверяйте эту процедуру чужому человеку, потому что вы можете таким образом потерять энергетическую защиту. Поэтому, зная эти несложные манипуляции, можно избавиться от отрицательного влияния чужих людей через ваши личные вещи. Вот, друзья, почему мы считаем, что все-таки после захода солнца нельзя выносить мусор, также нельзя давать деньги. Конечно, кто-то скажет, что мы не верим в это, кто-то скажет, что верит, но вы должны понимать, что все это основано на многовековом опыте наших предков, которые отличались особой наблюдательностью и умели читать знаки судьбы.